Есть растение, которое знает все деревенские и почти не знает городские. Мать и мачеха. Ее желтые цветки появляются первыми из земли, раньше снега, раньше крокусов, раньше любой другой зелени. Еще лежит снег по краям, а на южных склонах уже горят маленькие желтые звезды. И именно в это время, в марте-апреле, когда простуды и бронхиты достигают пика после зимы, мать и мачеха начинает цвести. Это не случайное совпадение с точки зрения народной медицины. Советские деревенские жители знали, цветки собирают сейчас, а листья – позже, когда снег окончательно уйдет. И заваривают при кашле, при бронхите, при хрипах в груди. Именно так, именно это и именно это работает. Мать и мачеха – Tussilago farfara. Само латинское название говорит о главном применении. Тусис – кашель, эго – прогоняю. Прогоняющая кашель – так ее назвали римляне. В советской фармакопее она была официальным лекарственным растением с задокументированными показаниями при заболеваниях верхних и нижних дыхательных путей. Немецкая комиссия Е одобрила ее применение при катарах верхних дыхательных путей. Европейская фармакопея включает ее в официальный перечень. Это не народное суеверие, это официальная медицинская традиция 3 континентов. Главные действующие вещества листа мать и мачехи, и здесь начинается история, которая объясняет, почему это растение работает при кашле так, как не работает большинство аптечных сиропов. Первая группа – полисахаридные слизи. Прежде всего инулин, фруктаны и специфические мукополисахариды. Содержание слизистых веществ в листьях достигает 8–10% от сухой массы. При заваривании горячей водой эти полисахариды образуют вязкий коллоидный раствор, именно тот, который обволакивает воспаленную слизистую бронхов и трахеи. Это не метафора, это физически измеримый вязкоупругий слой, который снижает контакт раздраженного эпителия с вдыхаемым воздухом, снижает кашлевой рефлекс через уменьшение раздражения рецепторов и создает влажную среду для восстановления ресничатого эпителия. Именно поэтому советские педиатры при сухом раздражающем кашле рекомендовали теплый, не горячий, настой листьев мать и мачехи. Слизи лучше осаждаются на слизистой при температуре напитка около 50–60 градусов. Вторая группа – флавоноиды – рутин, кверцетин, гиперозит, изокверцетрин. Через уже знакомый нам механизм ингибирования ЦОК-2 они снижают синтез провоспалительных простагландинов в клетках бронхиальной слизистой. При бронхите именно простагландин Е2 и тромбоксан А2 поддерживают воспалительный отек бронхиальной стенки и бронхоспастический компонент. Ингибирование их синтеза означает снижение отека и расширение бронхиального просвета. Параллельно флавоноиды ингибируют НФ-кПб в клетках купфера легочного эпителия, снижая хроническое воспаление при затяжном бронхите. Третья группа – туссилагин и изотуссилагин, специфические алкалоиды мать и мачехи. Это вещества, которые оказывают прямое спазмолитическое действие на гладкую мускулатуру бронхов через механизм, аналогичный папаверину. При бронхоспастическом компоненте кашля, когда бронхи сужены и каждый вдох требует усилия, туссилагин расслабляет гладкую мускулатуру и расширяет бронхиальный просвет. Именно поэтому советские педиатры отмечали, что настой мать и мачехи снимает лающий кашель быстрее, чем большинство отхаркивающих средств. Он действует не только на мокроту, но и на бронхоспазм. Четвертая группа – тритерпеновые сапонины – фарадиол, арнидиол. Сапонины обладают прямым разжижающим действием на бронхиальный секрет. Они снижают поверхностное натяжение слизи, разрушая ее структурную сеть и делая ее более текучей. Это классический муколитический механизм, тот же принцип, что у бромгексина и амброксола, только реализованный через растительные сапонины. Мокрота становится менее вязкой и легче отделяется от стенки бронхов при кашле. Именно поэтому советские бабушки говорили: после мать и мачехи кашель стал другим, мокрота пошла. Это не субъективное ощущение, это измеримое снижение вязкости мокроты через сапониновый муколитический механизм. Пятая группа – каротиноиды и аскорбиновая кислота. Лист мать и мачехи содержит значительное количество бета-каротина и витамина С, особенно в молодых весенних листьях. Это антиоксидантный и эпителиопротекторный компонент. Каротиноиды защищают ресничатый эпителий бронхов от окислительного повреждения при воспалении. Витамин С поддерживает синтез коллагена для восстановления поврежденной слизистой.
Таким образом, 5 групп биологически активных веществ с 5 дополняющими механизмами действия при бронхолегочных заболеваниях. Мукопротекция через полисахаридные слизи, противовоспалительная через флавоноиды и НФ-кПб, бронхолитическая через алкалоиды, муколитическая через сапонины, антиоксидантная защита эпителия через каротиноиды. Именно эта пятиуровневая фармакология объясняет, почему настой листьев мати-мачехи при бронхите и кашле является одним из наиболее клинически обоснованных растительных бронхолегочных средств, и почему советская педиатрия и пульмонология применяла его не как дополнение к лечению, а как первое средство при легком и умеренном бронхите. Разберем конкретные показания, схемы применения и честные границы эффективности. Первое и главное показание – острый бронхит с сухим или влажным кашлем. Советская педиатрическая схема при остром бронхите у детей – 1 столовая ложка сухих листьев на стакан воды температурой 70-80 градусов, не кипяток, потому что высокая температура разрушает термолабильные флавоноиды и частично денатурирует слизистые полисахариды. Настоять под крышкой 20-30 минут. Принимать по четверти стакана 4 раза в день. Детям до 7 лет по 1 столовой ложке 4 раза в день. Курс 7-10 дней. Принципиально важно, первые 2-3 дня при сухом кашле мать-и-мачеха работает быстро и заметно, именно через мукопротекторный и бронхолитический механизм. Человек замечает, что кашель стал мягче, менее царапающим, менее мучительным. На 4-5 день при правильном применении сухой кашель переходит во влажный продуктивный, сапониновый муколитический эффект разжижает мокроту. На 7-10 день у большинства пациентов с острым бронхитом без бактериальной суперинфекции кашель либо исчезает, либо становится редким и необременительным. Именно этот цикл советские педиатры и терапевты описывали как мать-и-мачеха убирает кашель за несколько дней. Это не преувеличение, это клиническое наблюдение за правильно реализованным пятиуровневым механизмом. Второе показание – хронический бронхит в фазе обострения и ремиссии. При хроническом бронхите мать-и-мачеха применяется в 2 режимах. В фазе обострения, как при остром бронхите, полная схема 4 раза в день. В фазе ремиссии, как поддерживающее противовоспалительное и мукоцилиарное средство. 2 раза в день, курсы по 4 недели, 2 раза в год. Советские пульмонологические санатории применяли мать-и-мачеху в ремиссионных курсах при хроническом бронхите именно для снижения воспалительного фона и поддержания нормального мукоцилиарного клиренса. Флавоноидный НФ-кПб ингибирующий эффект при длительном применении накапливается и снижает базовый уровень провоспалительных цитокинов в бронхиальной стенке. Именно тот хронический воспалительный фон, который поддерживает избыточную слизепродукцию при хроническом бронхите. Третье показание – ларингит и бронхит с сухим раздражающим кашлем. При этих состояниях мукопротекторный компонент мать-и-мачехи является наиболее клинически значимым. Горячий настой, здесь именно горячий, не теплый, обволакивает воспаленную слизистую гортани и трахеи защитным полисахаридным слоем. Советские педиатры при крупозном ларингите с его характерным лающим кашлем применяли мать-и-мачеху как основное симптоматическое средство. Именно бронхолитический алкалоидный компонент снимал спастический компонент этого кашля достаточно быстро. Четвертое показание – бронхиальная астма в межприступный период. Мать-и-мачеха не является бронходилататором первой линии при астматическом приступе. Это необходимо сказать прямо. При остром приступе нужен ингалятор. Но в межприступный период флавоноидный противовоспалительный эффект снижает хроническое эозинофильное воспаление бронхиальной слизистой, туссилагин снижает базальный бронхоспастический тонус, слизи защищают слизистую от триггеров. Советские пульмонологические санатории применяли мать-и-мачеху при астме в ремиссии именно как поддерживающее средство для снижения частоты обострений. Теперь о принципиально важном вопросе, который при разговоре о мать-и-мачехе нельзя игнорировать. Листья и цветки мать-и-мачехи содержат пиролизидиновые алкалоиды, туссилагин и изотуссилагин, которые при употреблении в очень высоких дозах или при длительном непрерывном приеме проявляют гепатотоксический потенциал в экспериментах на животных. Именно поэтому немецкая комиссия Е, одобрив мать-и-мачеху, одновременно установила ограничения.
Суточная доза пиролизидиновых алкалоидов не должна превышать 1 микрограмм, а курс 6 недель в году. Современные стандартизированные препараты мать и мачехи в европейской фитотерапии производятся из PA-free сортов, специально выведенных сортов с нулевым или минимальным содержанием пиролизидиновых алкалоидов. Это реальное ограничение, а не теоретический риск. Оно требует соблюдения курсовой схемы, не более 4-6 недель непрерывного применения, после чего обязательный перерыв не менее месяца. Советские фармакопейные стандарты устанавливали курс в 10-14 дней при остром применении. Это находится в безопасном диапазоне. Народная традиция варки крепкого настоя и приема большими количествами в течение нескольких месяцев – это та практика, которой следует избегать. Классические советские бронхиальные сборы с мать и мачехой. Сбор первый. Мать и мачеха, подорожник, дивисил. Мать и мачеха – мукопротекторный, муколитический и бронхолитический компонент. Подорожник – противовоспалительный через аукубин и мукорегуляторный. Дивисил – противовоспалительный через НФ-кПб и дополнительный муколитический через алантолактон. Это тот самый грудной сбор советских аптек, который выпускался в стандартных бумажных пакетах. Сбор второй. Мать и мачеха, душица, чебрец. Мать и мачеха – базовый мукопротекторный и муколитический. Душица – спазмолитический и отхаркивающий. Чебрец – антисептический через стимол и дополнительный спазмолитический. Это усиленный сбор при бронхите с бактериальным компонентом. Сбор третий для детей. Мать и мачеха, ромашка, солодка. Мать и мачеха – основной бронхолитический и муколитический. Ромашка – противовоспалительный и мягко-спазмолитический. Солодка – мукорегуляторный рефлекторный и мукопротекторный. Это самый мягкий и безопасный детский состав, который советские педиатры рекомендовали при первых признаках бронхита у детей от 3 лет. Противопоказания. Помимо пиролизидинового ограничения. Беременность. Алкалоиды нежелательны. Возраст до 2 лет. Незрелость ферментных систем делает нежелательным любой алкалоидный компонент. Аллергия на астровые. Перекрестная реакция возможна. Желтые цветки мать и мачехи собирают в марте-апреле, листья в мае-июне, когда они еще молодые и богатые активными веществами. Сушить в тени, хранить в бумажных пакетах. Курс не дольше 4-6 недель. Тусилага фарфара, прогоняющая кашель. Это имя она получила 2000 лет назад. 5 механизмов подтверждают, что имя было выбрано правильно.